Делюсь с вами монитором, портативным монитором, с которым работаю сам. И это UPerfect 18,5 дюймов, и его самая большая прелесть в том, что он стоит 120, ну 130 долларов. И за 130 долларов мы имеем 18,5 дюймов, давайте я так сверну, чтобы нам не мешало, 18,5 дюймов с хорошими углами обзора 1920 на 1080p. При этом вроде бы заявленный HDR, ну не советую его здесь использовать, потому что 6-битный монитор, ну какой HDR, о каком HDR может идти речь. Самое интересное это то, что он неофициально поддерживает G-Sync, то есть мы видим, да, отметочку, хотя у него есть заявлена именно поддержка FreeSync, и он в настройках есть, ну через FreeSync, само собой, неофициально поддерживается, то есть если я использую вот этот Asus большой 27-дюймовый, тоже, кстати, портативочка, да, там на, сейчас покажу вам, вот такой вот тоненький, который я с собой вожу, но вот этот вот я купил, потому что мне нужен второй монитор. Видите, если на Asus нет FreeSync, да, я включить его не могу, то здесь я могу его включить, и он будет худо-бедно работать, для игр даже нормально подходит, да, там, в принципе, поиграть можно. Но давайте мы с вами сейчас пойдем посмотрим, сколько он стоит, конечно же, подпишемся на мой канал, нажмем колокольчик и ссылки на него в описании под видео. Итак, UPerfect. Но дело в том, что этот UPerfect может быть недоступен в вашей стране. Бывает и такое. То есть он, во-первых, видите, Find Similar, он не везде по всем странам доставляется. Просто я был в командировке, его купил. FreeSync, веса, мы видим 120 Гц. Но мы можем взять тот же самый монитор в том же самом исполнении, даже немножко лучше, с тач-экраном за 158. Это тот же монитор с поддержкой тач-экрана. Вообще ссылки на все исполнения этого монитора, потому что это по сути OEM монитор, он выполняется там. Вот, кстати, без тача, вот он стоит, вот это вот он конкретно, это конкретно он с той же самой ножкой. С тачем он стоит чуть-чуть дороже, 197 долларов. Там уже все увидите под видео. Что они нам заявляют? Давайте посмотрим основные хайлайты, чтобы мы могли с вами на что-то ориентироваться. 18 дюймов Full HD 120 герцовый монитор, 100% sRGB, есть поддержка HDR. Но для HDR чуть-чуть слабовато вот именно яркость, поэтому на HDR даже не ориентируйтесь. Дальше, что у нас тут еще интересного? Ну, большой экран, больше, чем ваш MacBook, для PlayStation подходит, очень много всего заделали. Они тут акцентируют внимание на том, что можно использовать как дополнительный монитор. И прямо сейчас я смотрю на этот монитор, чтобы вы понимали, как второй монитор, на котором я вижу компоновку сцены. Да, вот есть и такой вариант. Портативность, комплект мы сейчас с вами посмотрим. Я его покупал в дороге, чтобы вы понимали, и остался действительно доволен. А теперь давайте на характеристики. Яркость 300 кандел, refresh rate 120 Гц, 72% NTSC, sRGB 100%. У нас 16 миллисекунд задержка, в принципе для игр должно подойти. Есть есть двойной спикер одноватный, не самые лучшие, но звучат. Вес крепления 75 на 75. И тут вот даже заявляют поддержку для мобильных телефонов, но здесь не указан Google Pixel, я его сейчас подключу тоже чуть-чуть позже. И поддержка Thunderbolt 3 или USB 3.1 с дисплей-портом. То есть это немаловажный аспект того, что здесь это все поддерживается. То есть вы поняли. Ссылка в описании под видео. По распаковочке, смотрите, мы вот в такой коробке он подается, как я говорил, уже без названия, как вы видите. Комплект самый простой, ну как самый простой, опять же, нигде не обозначен бренд, потому что это OEM монитор. Давайте достанем сам мониторчик. Монитор у нас под пленочкой, само собой. Пленочку содрали, кстати, крепится она с одной стороны нормально, с другой стороны на полуклеевой основе. Давайте еще дальше сделаем, потому что очень тяжело его. Я же говорю, в пути как раз в командировке вот и покупаем такие мониторы. Смотрите, вот такая вот широкая ножка. Он может, допустим, ставиться именно на нее как на стенд. Очень удобно. В том плане, что она действительно крепкая. Давайте вот таким вот образом выглядит. Что у нас здесь есть? Вес крепления 75 на 75, стандартное мониторное крепление. Давайте лучше с этой стороны буду показывать. Вот так вот, 75 на 75. Дальше у нас, если открыть вот эту штуку, то у нас появляется доступ к портам. Здесь у нас Type-C и HDMI mini. У нас 3.5 выход на наушники, регулировка кнопка меню и регулировка меню. Вот таким вот образом его даже подвесить можно, на что-то будет достаточно хорошо держаться.
Смотрите, очень даже неплохо. Он матовый, кстати, прошу обратить внимание, антибликовый мат. Как вы видите, да, то есть сейчас направление на люстру, никакого у нас момента с бликами нет. Это, кстати, очень хорошо. То есть вы можете ставить, он тонкий, удобный, легкий. Давайте посмотрим теперь комплектность. Отставляем мониторчик. У нас огромное количество кабелей. Вот это у нас, ну давайте, что у нас открываем. Это HDMI, нет, это Type-C. Type-C на Type-C, потому что у нас здесь один питание, один для Type-C Thunderbolt. Второй у нас кабель, смотрите, полный комплект, красавчики. Полный комплект, второй кабель Type-C на Type-C. Вот, пожалуйста. Есть у нас мини HDMI на полноценный HDMI, потому что здесь у нас вход мини. Вот он, видите, один с одной стороны мини, с другой стороны полный HDMI. Есть у нас крепление, винтики веса. Это, кстати, очень интересный момент, потому что обычно китайцы такое не кладут. И есть у нас блок питания. Вот самый обыкновенный Type-C на Type-C, который дает у нас там ни много ни мало. А ну смотрим. Смотрим внимательно, до 20 вольт 1 ампер. Это, знаете, такой универсальный блок разных номиналов. Так что давайте так, мы с вами переходим сейчас, и я вам покажу немножко тестирования самого монитора и его функционал. Так, специально делаем тест в полутемном помещении, чтобы было видно какие-то засветы, пересветы. Можем отставить его чуть сюда, чтобы все было видно отлично. Слушайте, ну, я вам скажу, он не идеален. Особых каких-то проблем нет. Ну, темные пятна, которые вы можете видеть, мы обязательно, это всего лишь блики. Сейчас мы дойдем до какого-то черного цвета, но основные цвета отлично. Смотрите, по черным, давайте мы вот так вот сделаем полное. По черным пятнам, по темным пятнам их здесь нет, однозначно нет. Ни в одном из цветов я их не нашел. Вот черный, мы можем с вами посмотреть на засветы сейчас. Есть небольшой засвет снизу. В целом монитор адекватно вообще показывает черный цвет. Давайте смотрим градиенты. Ну нет, слушайте, но видно зернистость. Я вам скажу, видно зернистость. Во-первых, матовый экран, да, там какой-то. Я не скажу, чтобы что-то было вот прям такое супер, нифига себе, какое отрицательное. По градиентам тоже вроде с переходами лестницы не видно. Давайте смотрим дальше. Меня интересует по резкости. Все различимо, размытых пятен нет. Ну, яркостно-контрастный анализ в разных цветах. Достаточно адекватно. Я не знаю, камера, наверное, не передаст, но сейчас попробуем. Вот так вот будет, наверное, виднее. Да, то есть все видно, все квадраты, они еле-еле различимы. Здесь тоже у нас градиент. По яркости все отлично. По контрасту, ну, сейчас мы сфокусируемся. Все видно. По контрасту также все видны квадраты. То есть яркостно-контрастный анализ, он спокойно проходит, искажений нигде нет. Есть небольшой заход, видите, здесь по рамке. Вот видите, небольшой заход полоски. Но это на 1 пиксель, и то с боковая видимость видна. По искажениям здесь у нас заход на 1 пиксель в этой части. В принципе, больше, ну и в этой части мы уже видели. Больше нигде у нас нет такого момента. По плавности, ну здесь 120 Гц, все очень плавно, допустим, отрабатывает. То есть я не скажу, чтобы там была какая-то дерганина. Смотрите, плавная отработка. То есть все отлично. Тест на японку. Ну, такой себе тест. Японка 30-кадровая, поэтому там абсолютно нечего смотреть. Ну что, посмотрели? Давайте основной функционал теперь посмотрим. Теперь у нас есть изображение. Давайте так, регулировка, яркость, контраст, тени, баланс. Есть, можно выставлять режим игры. То есть, если поиграть на нем, на этом мониторе, то, конечно же, можно. Есть стандарт FPS, RTS. Теперь у нас есть яркость, оттенок, резкость можем регулировать. Это информация о том, что там 120 Гц, 120 Гц 1920 на 1080p Type-C. Ультра HDR мод не советую вообще в него лезть. Режим сохранения глаз, 3D Sound, FreeSync. Конечно же, мы выбираем источник, куда использовать FreeSync.
Есть источник, есть русский язык, формат широкий и объем 100. Больше тут ничего интересного. Но есть еще регулировка по красному, зеленому, синему. Как вы уже поняли, что мы можем его донастраивать. То есть sRGB, есть под разные цветовые температуры, да, там все у нас в принципе нормально. С этим делом. Теперь смотрите еще такой момент, который я вам покажу. Здесь мы можем в расширенных настройках поставить 120, 119, 80, допустим, там 100 Гц. 100 Гц он спокойно тянет. Кстати, он матовый, да, забыл вам сказать. Видите, 100 Гц тянет, 120 ставим, тянем. То есть он антибликовый, ничего у нас сюда, видите, не бликует, ничего, вообще отличная видимость при любом раскладе. Это прям очень-очень хорошо. При том, что на данном мониторе есть звук. Давайте я сейчас вам вот так вот включу. Смотрите. То есть звук на нем не супер громкий, но и не самый худший, который я слышал. При том, что цветопередача, ну, такой себе, надо настраивать под себя конкретно. Смотреть кино можно однозначно. Давайте для примера я включу звук на мониторе на 27-дюймовом, да, там хороший. То есть там он более басистый, здесь более плоский, но достаточно громкий. По громкости примерно одинаковый, как брендовый Asus. Для кино подходит. 120 Гц он будет, в принципе, без какой-то дерганины показывать вам фильм 24-кадровый, потому что 120 делится нормально на 24 без остатка, поэтому джодер эффект не будет. В принципе, монитор получился для работы. По соотношению 100 с чем-то долларов почти за 19-дюймовый монитор с вот такой вот, да, с такой вот ножкой, которую можно возить, с хорошим комплектом, набором кабелей, я вот чисто купил для себя и использую для работы. Чего и вам желаю. Мне понравился, мои рекомендации есть, с учетом того, что вот в HDR не лезу, потому что чистые 6 бит, особо не ломайте себе голову с этим. А вот для SDR, для работы, какую-то включить на фоне, как даже поиграть на нем можно. Но я еще один прикол вам не показал, смотрите. Дело в том, что он же работает еще не только от компа. Допустим, я включил свой пиксель. У меня здесь есть, ну в пикселе сейчас, если вы знаете, есть по типу DeX, да, дублировать экранчик, да, мы задублировали. Давайте включаем режим компьютер, да, он включился в режиме компьютер, Type-C. Хотите что-то поэффектнее, 120-130 долларов он, конечно же, стоить не будет. Такой монитор именно с более хорошей яркостью, с более интересными моментами. Кстати, прелесть этого монитора в том, что можно отключить питание, работать чисто через Type-C, через DisplayPort Type-C, но он не будет таким ярким. Если потом включить питание к нему, мы включили питание. Сейчас он опять наберет свою яркость. У нас появляется питание, появляется именно передача данных, да, через дисплей Type-C порт. В остальном, я вам скажу, классный монитор. Чисто для работы очень даже подойдет. Все, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.